первая попытка, 81, 80. В общем, даже если бы это максимально был результат, в принципе, хорошо. А Смаев сколько сделал? Смаев сделал 80 где-то 4 на одной руке, 87 на другой. Отлично, сейчас буду перебивать Смаева. Но надо понимать, что, опять же, одно дело на его рычаге, это дело, другое дело на твоем. То есть это разные вещи. Скажешь, когда? А сколько таких тестов сегодня будет? Порядка 10. Ну, даже замечательно, что так. У меня есть ориентир, у меня есть кого перебить, переплюнуть. Круто. Тренируемся дальше. Из 7, 50. Из 5, 90. Что 5-30? Нормально. Стоп. 60-13. Ровненький. Ничего себе. Стоп. 89-40. Так себе надо в крюк бороться. Возможно. Возможно. Поехали. Да. Сколько же почти? 8. Не, значит направо сейчас. Я крюковик, гуси мои родные. А до этого ты кто был? А я уже думал, что я безнадежно. До этого я был просто качок. Так что могу. Скорее всего, спинас вообще не делал. Скорее всего, да. А результат даже выше, чем пронация, который все-таки делал. Да. Это хорошо для крюка в конце. 109. Ну, мне хватит. Отлично. Опять же, вопрос, когда делал предплечье. Потому что здесь... Я вчера делал Аполло Максим. Ну, как бы... Убивался. Лолисин перед тем, как делать, у меня тоже там держал длины 50 килограмм на время, что ли там, на 20 секунд. Хороший результат 109. Ну, мне кажется, ты 120 бы сделал на свежем. Ну, у меня какой-то там результат в России там большой. В общем, пальцы в совокупности с кистью, это, наверное, вот, ну, минимум половину успеха в области. Пальцы кисть, да? Да, минимум. Ага, чувствую, что здесь давить нельзя. 44,70. О, другое дело. 54 тоже прилично. Зацепился. Да. Очень хорошо, да? Понял. Ну, очень хорошо, если Кирилл собрался покорять топ-8. Я думаю, все-таки будет уже тоже где-то 70. Может быть, 75. Вот здесь Смаев, на удивление, много показал. Нагрузку с бока, которая у него относительно слабая, перенес на сильный свой бицепс. То есть здесь смысл в том, что уже в положении крюка нужно показать максимальное давление в диагональной плоскости, на согнутой кисти. Можно, например, армрестлеры, как я там, да, мы будем больше давить боком. А Смаев, да, вот он развернулся, набит на свой сильный бицепс и больше через спину, через бицепс делал. А в принципе оба варианта допустимы, потому что в борьбе там как-то не можешь, главное сделать, да. Здесь что считается за результат нормальный? У меня где-то 100 килограмм, да, может быть, я крюковик, да, как раз. Хорошо. Моя специализация. Ну, самое-то, наверное, интересное, это будет универсальным, чтобы можно было и в крюк, и вверх, и в бок. Везде ровно. Оно интересно, но когда там для Питера Качука в разные стороны работаешь, Да, надо все-таки естественно, я не могу это утверждать, потому что здесь, но могу сказать так, что есть спортсмены, которые могут себе позволить бороться одной техникой. Возможно, ты один из них, возможно. Ну, я теоретически один из них, которые могут навязать свою борьбу. А есть спортсмены, которые не могут навязать свою борьбу. И если они не могут навязать свою борьбу, им приходится крутиться, вертеться. Не получается крюк, они идут вверх и так далее. Но если у тебя получается навязать борьбу в крюк со всеми, то зачем мудрить и делать что-то другое? Только если ради там интереса, ради других вещей. А многие, те, кто борются разносторонне, такие как Джон Борзенко, да, тот же самый Евгений Прудник, на мой взгляд, это не делают не от того, что оно жизнь заставила. То есть не получается того, что пройти. А так, конечно, ты можешь там построить себе тренировочный процесс вот только под крюк,
и делать его условно 3 дня в неделю. А можешь и под крюк, и под верх, там, и под трицепс работать. Да, у тебя получается микроцикл будет 2 недели или еще больше. Там, да? Соответственно, там ты за подготовку проведешь меньше тренировок. Вот, значит, локоть здесь стоит, и задача растянуть на себя. Что ж, поехали, давай. Хотя бы надо 50 надавить. Все, 6 вам было. Знаешь, 60. больше страшно, чем как будто не могу. Какая-то прям пустота в этом движении. И давишь не в бок, а вот больше на себя старайся. Ну, ты знаешь, из-за того, что вот оно все так жестко, прям вот у меня защитный барьер вот в голове включается. Зафиксируй. 51-10. 51-10. Пускай будет. Я левый не буду мучиться, но пускай вот это будет. Такой главное без травм. Казалось, я крюковик тоже. Вы были правы, господа. Крюковик. Я потом залезу в крюк, порвусь. Сам метр залез. Интересно, не замерить, огромный, мне кажется. Ну давай включала. Включала. Что скажешь, Николай? Ну как? Я уверен, что Кирюха посильнее Смаева сильно. Сколько раз чемпион мира? 5. 5-кратный. Сколько? 5-кратный. Чемпион мира. Это еще не просто чемпион мира. Какой весовой? В основном 110. Что меня вечно как-то, блядь, мотает все. Постоянно меня куда-то подкидывает, блядь. Постоянно в какой-то жир ногами вечно. Я начинаю. Так. Блин, меня немножко в плечо меня дает. Я просто анализирую. Так, а как крюку противодействовать? Я вспомнил. Все, я вспомнил. Меня Денис включал, Денис Иванович. Я опять начинаю. Как можно такому крюку противодействовать? Да еще больше крюка. То есть нам туда пролазить вообще куда-то? Не, ну вообще, в протяжении карьеры были игроки, которые меня выигрывали. Но больше я проиграл крюк, на самом деле. Да? Виталик меня разнес последний крюк вверхом, хорошо. Так, еще залазить. А тебе что, пальчик прихватил, что ли? Ну, нормально. Нормально? Есть шанс у Ларри? Пальцы сильные, блядь. Против него? Ларри Уилсон? Да, это разные, у нас разные квалификации. Класс, это как бы, блядь, как сравнивать, я не знаю. Жигули, Бугатти, Верон. Скорость. Сколько здесь надо пронации, чтобы эти пальцы пройти, блядь. Фух, ладно. Можешь чуть потянуть. Ну, правый градус сегодня, мне кажется. Или у меня слабее. Прям вижу существенные как бы, недоработки по технике, по движению, но потенциал у правой руки очень хороший. У левой, сложно сказать, не чувствую. Боюсь. А правый хороший. Ну, могу сразу сказать, что, скорее всего, в тренировочном процессе делаешь исключительно на защиту
пронацию, всю защитную. То есть, например, через бицепс вот эти вещи там отдельно просто пронацию, а нет совершенно атакующего движения. Нет, вообще нет. У меня ничего атакующего до сих пор вообще. Я, может, один раз сделал. Дурь, ну, сила хорошая. Если ее запустить, уже выборолся по-другому. А сейчас просто видно, что ты привык как бы что-то вот здесь вот так делать, и кроме этого ты, собственно, больше ничего не делаешь. А я ничего не умею. Вот. Я же тебе говорю, я как сказал человек, что говорит, делаешь на тренировках? Я говорю, да, ну вот. Ну, у Васи школа как раз от защиты, да, работаешь ты? Ну, Верхом. это если говорить про меня, применимо, то, что я делаю. То, что я Ну, делаю, не ты так только борешься. только для меня. И так говоришь, нет, теоретически оно бы тоже работало, но это что сколько надо быть тоже сильнее, да, там как-то больше соперников, чтобы вот так от защиты всегда работать. И в целом от защиты, и любая борьба от защиты, она всегда подразумевает, что вы потратите x2 энергии, которую могли бы потратить для того, чтобы выиграть. Вот Виталик, у него тоже хорошая, в принципе, вот эта открывашка. Не, ну у Виталика хорошая атака, на самом деле. Сейчас и бок прибавил. Не. Просто по антропометрии похож. Сюда ставим. Мы сюда ставим. Закрываем, блядь, пальцы, пиздец. Так, осознанное отведение сна, блядь. Только лучше школа линия. Пальцы какие хорошие. Как Гриша смог вверх? Кто? Вверх? Гриша. Нет, Артем. не проходил, нет. Не раскрыл. Потому что я вот сейчас даже так, не скажу, что особо плохо, но чувствую, что... Попробуй, если хочешь. Видишь, я это сбоку делаю. Чисто вот натяжка. Тяжело было. Макс попробует, конечно. У нас международник есть 80 килограмм. Ну, правда, на левую руку. Но я думаю, что ничего, вряд ли что получится. Утонешь просто. Я вижу, что это большая рука. А тебе само по ощущениям? Рука большая, неудобная, кисть сильная. Бок не работает, а атакующего движения нет. А на защите долго тоже не стоишь. Вот это, да? Ну я подожду, пока ты сейчас бок пойдешь. И там мы тебя верну. Вот, все, ты загрузился. То есть тебе по-хорошему надо было сейчас по максимуму, да, вот ставить тогда, если меня вытягивать, выкручивать. На кисть мне выбить, а только потом идти уже в бок. А ты все-таки чуть раньше. Понимаешь, Пошел. я вот даже этого не знаю, честно. Как в процессе лучше так немножко стоять, все будет приходить. Потенциал очень хороший на правой руке, прям вижу, но надо существенно поработать над атакой. Я левую залечу, сильнее будет. У меня левая всегда сильнее была, правда. Атакующее движение сделать, и уже будет мощный бок. Он тоже есть, 100%. Просто действительно нужно поработать, чтобы не бояться включаться. Потенциал хороший, я как бы занимался. Точно. Видишь, сейчас тяжко не могу делать. Верховик так просто не пройдет. Ну, может, со старта пробьет. Со старта, может, ты импульс не выдержишь. Но вот если как бы ты начнешь, то уже не пройдет. Верховик уровня до 110 килограмм. 110-120. Ну, не профи, я имею в виду. Вот, поэтому как бы это уровень даже выше, я бы сказал. Ну, против верховика можешь потеряться. Пока что. Я и как бы это понимаю. Ну, и опять же, да, уровень там международника, заслуженный мастер спорта по любителям, и топ-8, наверное, сейчас разные. Но опять же, если была бы топ-8 у нас 105-110 килограмм, можно было сравнить. А так, конечно, сравнить меня там 110 килограмм, там, допустим, и там, с Иванишвили там, или там Гаспарини, да, то, конечно, там, скорее всего, силовым существенно получше. Да хотя бы потому, что они по весу больше гораздо. Ну, тренировать, видишь, как бы, оно даже в каких-то моментах я чувствую, что, бля, сейчас могу. Начинаешь тащить и такой, так, блядь, куда ты, что ты выпендриваешься? Ну, подожди, связочка же не выдержит, блядь. Прям от себя постоянно так оттормаживаешь. Когда у меня не будет тормозов, когда ничего не будет болеть, когда я буду понимать, что у меня связка, все, вот она, блядь. Да, первые 2 года сухожилие болит сильно. Вот. Когда я буду понимать, что связочки все, так сказать, на место встали, вообще без проблем. Можно будет убиться. Да. Не понял, крюков. Нужно антикрюковой препарат. Вижу, побороться хочешь. Какое дело,
Ну, правая убитая, левая слабая. Левая подбита. А у тебя левая сильная, да? Ну, выступай лучше по весам одинаково, плюс-минус, по упражнениям. Вот. Когда борешься, то лучше налево. Блять, международник 80, это уже все. Да, серьезно. Представьте. Филиппов Максим. Международник? Да, мастер спорта международного класса. Вес 83 сейчас. 83, блядь. Мне говорили 80. А ты верховик, да? Да. Ой, коллега, блядь. Давай. Коллегос, давай. Вверх наверх. Хорошо, Кирилл. Тебе Я готов. большинство тяжей, они верховики. Человек в 2 раза легче меня, блядь. Ровно причем. Осталось сбросить вес, и в целом международник есть. Кирилл, сейчас вес какой у тебя? 151. Знаете, завязочки, может быть, чуть-чуть быть. Половина международника, ну, если он международник, и в 2 раза легче. Пол международника это как? Я готов. Он международник, это КМС. Что такое? Все нормально, пальцы Все, подержи. на место ставь. Окей, я готов. А мне мама сказала, что я крюковик. Ничего не могу сделать. Завязка, кроме вот, помню, чуть-чуть круче. Нет, так. Коля застрял там. Он застрял, он руку выдернул в конце уже. Проигрывать не захотел. На самом деле, бог-то неплохой у Кирилла. Да. На правой. Тем более он идет вместе с планетером. Ну, хороший. Сразу в отсечку как. Ну, кстати, руки одинаковые. Лучшая проверка. Все, только сгибает, все. Это не опасно. Вообще Для него, я понял. Мог вроде как контролировать ситуацию, да? Куда уже угол разъехался? Угол уже начал разъезжаться. Сейчас хлебешь. Я нормально, бензин кончается. Ждем. Держу, братан. Хотя нет, еще что-то чувствую. Сейчас, опять. Готов? Да. Пошли. Можешь вверх найти. Да максимум просто такой, начнет что-то одно делать, что не получается. И Давай, продолжает, пошли. продолжает. И вдруг у тебя хоть какие-то шансы могут вернуться. Сейчас уже. там краб такой. Бороться, ты чувствуешь силу, а боишься ее применить в каких-то вот моментах, где вот, знаешь, прям там специфические углы. Да. И, возможно, правильно делаешь. Завяжи так, чтобы тебе удобнее было, чтобы прям загрузить меня как собаку. Чуть-чуть или пофиг. Нет, Всё нормально нормально. сейчас, хорошо. Можешь чуть-чуть, Вань, чуть-чуть подтянуть. Ага, вот так. Забудь про верх уже вообще. Забудь. Борис хорошая техника.
Благородно, Макс, да. Здоровье превыше всего. Спасибо. Большое человеческое спасибо.